Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам предложить связать вот такой интересный, стильный, модный кардиган. Вот так он смотрится на девушке, на модели, с рукавами реглан и очень-очень простыми узорами рельефными, с косами. Я нарисовала схему узора. Мы с вами свяжем сегодня этот узор, потренируемся, как его вязать. Внимательно посмотрите на эту модель. Рукава фонарики используются вот по спинке. Сейчас я увеличу. Смотрите, по спинке тоже такой же узор у нас идет. Рукавчики. Все аккуратно выполнено. Красивый цвет, яркий подобран. Модель впечатляет, да, внизу планочка у рукавчика и у спинки планочка высотой около 6-8 сантиметров. Резиночка 2 на 2, 3 на 3 можно использовать. Далее давайте посмотрим с вами, как это смотрится на девушке. Сейчас я включу видео, смотрите. Вот так это выглядит. Девушка наша показывает, демонстрирует эту модель. Модель сидит прекрасно по фигуре. Серебристые у нее пуговички. Кардиган Гани, сплетенный из мягкого смесового мохера розового оттенка, поднимающего настроение. Обогащенная шерсть для тепла. Она связана толстыми косами, с плечами реглан, рукавами фонариками. Серебряные пуговицы — прекрасный завершающий штрих. Так пишет редактор. Красивая эта модель можно связать из любой пряжи. В принципе, не обязательно из мохера. Сегодня я вам буду рекомендовать пряжу из шерсти, мериносовой шерсти, наше российское производство. Ее можно связать из любой турецкой пряжи, с ангоры, например. То есть можно просто из шерсти. То есть не факт, что это должен быть обязательно мохер. Но в оригинале это мохер, как вы поняли, да? Я хочу вам порекомендовать, девочки, выкройку. У меня есть выкройка, которая характерна. Давайте полистаем еще разочек, посмотрим эту красоту, которую мы сейчас видели на видео. Так, и, в общем-то, схема: 7 петель ширина раппорта, 8 рядов высота раппорта. Вот такой образец мы с вами сегодня свяжем, а это наша выкройка. Выкройка в размерах дана на 42-44, то есть это первый размер, вот эти вот 44 сантиметра. Дальше идет 46-48 и 50-52, третий размер. Так что можете воспользоваться этой выкройкой при расчетах. Выкройку подобрала серьезно, так она. Вот эти размеры не видны, да. Вот, к сожалению, она мне вся не умещается. Вот так вот можете скрин сделать и воспользоваться данной выкройкой для расчетов. Как это выполнить? У меня есть видео учебное по расчету джемпера. Как рассчитать петельки, все, как рассчитать ряды, все в этом видео подробнейшим образом разобрано на примере. Так, ну а сейчас давайте посмотрим пряжу, которую выбрала я для вязания образца. Сегодня мы будем с вами вязать вот такой образец. Это небольшие жгуты, перекрещенные налево. Использовала пряжу воздушная, серия премиум. Это российская пряжа Камтекс, фабрика. В составе 50% акрил, 25% меринос, 25% шерсть. Мягкая, пушистая, очень похожа чем-то на мохер. Совершенно невесомая. В 100 грамм 370 метров. То есть, понимаете, да? Красивые скрутки, красивые цвета. Вот это нежно-сиреневые. Это вот такие интересные у нас с вами получается переплетения. Мы свяжем с вами его. Он очень легко вяжется. Перекрещиваем 4 петли налево. И у нас с вами получается вот эта красивая невесомость. Я использовала спицы 3,5. Для вязания образца будем с вами набирать, значит, 3 раппорта у меня здесь связано. Раппорт 7 петель,
и 3 петли для симметрии плюс 2 кромочные. Значит, это 21 плюс 3 и плюс 2. 26 петель. Распределяем следующим образом 3 раппорта. Начинаем с 3 изнаночных, затем 4 лицевые, опять 3 изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные, 4 лицевые, и для симметрии завершаем все 3 изнаночными, плюс 2 кромочные. Первый ряд у нас вяжется следующим образом. Кромочную снимаем, вяжем 3 изнаночные. Я это делаю следующим образом. Снимаю 4 петли на правую спицу. Как я сказала, первая петля перед работой у меня. Следующие 3 я высвобождаю, они вот за работой. И с помощью правой спицы сзади я их вот так возвращаю на левую спицу. Все, перекрестили 4 петли. И все 4 вяжем лицевыми. 1, 2, 4. Следующий раппорт 3 изнаночные. Снова перекрещиваем 4 петли налево. Первая петля перед работой, 3 за работой остаются. Переснимаем их с помощью правой спицы и возвращаем на левую. И вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Связали еще один раппорт. Остался третий раппорт. Вяжем 3 изнаночные. Далее вяжем 4 петли, перекрещиваем налево. Первая перед работой, 3 за работой. Меняем их местами. Перекрестили, провязали 4 лицевые. И 3 изнаночные у нас остались для симметрии. Кромочная тоже изнаночная. Связали. Первый ряд. Переворачиваем все изнаночные ряды, вяжем, как смотрят петли. И далее вяжем 6 рядов лицевой гладью в нашем жгуте. То есть мы вяжем 6 рядов вот таким образом. Смотрите. 3 изнаночные и 4 лицевые. Связали раппорт. Снова 3 изнаночные, 4 лицевые. 3 изнаночные, 4 лицевые. И для симметрии 3 изнаночные. Кромочная, изнаночная. Связали. Все изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли. И вот у нас с вами связано 6 рядов, как смотрят петли. И снова начинается первый ряд нашего раппорта. То есть опять идут перекрещивания. Вот. И, в общем-то, таким образом повторяем раппорты. 3 изнаночные. Перекрещиваем 4 петли налево. Первая петля перед работой, следующие 3 за работой. Меняем их местами любым удобным для вас способом. Вяжем 4 лицевые. Опять 3 изнаночные, 4 петли перекрещиваем налево. Первая перед работой, 3 за работой. Меняем их местами. Вяжем 4 лицевые. Снова 3 изнаночные. Опять перекрещиваем 4 петли налево. Первая перед работой, 3 за работой. Поменяли их местами. Все 4 провязали лицевыми. И для симметрии 3 изнаночные. Кромочная, изнаночная. Вот таким образом у нас формируется с вами раппорт нашего узора. Красивый узор, красивый, вертикальный, гармоничный. Освоить средний уровень мастерства понадобится. До новых встреч!